Всем привет! У меня сегодня максимально спокойный вечер. Мы находимся сейчас с Лешей в моем месте силы. Я решила с вами просто поговорить о жизни, обсудить разные темы и ответить на ваши вопросы. Что у вас ассоциируется с каждым временем 24 года? Мне показался этот вопрос интересным, потому что в реальности мы успели с вами пожить уже и в зиме, и в весне, и в лете 24 года, то есть осталась только осень. Так вот, зимой у меня самое яркое событие — это празднование Нового года в загородном домике. Мы с Лешей на тот момент еще снимали дом, и, насколько вы знаете, мы уже оттуда съехали. Нам там очень понравилось, прям безумно, но на самом деле это дороговато снимать одновременно и квартиру, и дом. Плюс весной было много разъездов, и в целом также для Ноксика это тоже небольшой стресс, потому что мы то в городе, то в деревне. Но на самом деле ей там тоже понравилось, потому что там гораздо интереснее смотреть за птичками, вот за лесом. Это прямо самое яркое событие зимы. Если говорить про весну, то весной у меня выдалось много поездок. А точнее говоря, у нас с Лешей мы 2 раза вместе ездили в путешествие, и 1 раз я ездила одна. Но, кстати говоря, это было 1 июня, поэтому, можно сказать, на стыке весны и лета. И с летом у меня ассоциируется бадминтон. Я очень люблю эту игру. Помню, в детстве мы с подругой постоянно в него играли. Как раз-таки сегодня с Лешей тоже играли. Какие кроссовки в итоге будете брать или уже взяли? Так как я сейчас занимаюсь бегом, а моим кроссовкам вот стыдно признаться, но если быть честной, то им 5 лет. Я знаю, что кроссовки для бега нужно менять гораздо чаще, и так как я сейчас занялась бегом именно вот прям на регулярной основе, я стала искать себе кроссовки. Благодаря вам я приметила очень много классных моделей, заказала несколько, и думаю, что во влоге уже поделюсь, когда они ко мне приедут, и что мне понравится, в общем, все расскажу. Но одни из самых популярных, которые мне рекомендовали для бега, я оставлю вот где-то здесь на экране. У тебя были проблемы с кожей? Как ты с ними боролась? На самом деле у меня прямо сейчас есть проблемы. Ни с того ни с сего меня начало сыпать, в основном вот в этой зоне. В целом обычно говорят, что места, где появляются прыщи, сигнализируют о том, что у вас есть какие-то определенные проблемы. По-моему, на подбородке это ЖКТ, где-то там сердце. У меня вроде бы со здоровьем в целом все в порядке. Поэтому я сейчас начала методом исключения проверять, на что же меня сыпет, почему это. Я перестала пить молоко, исключила лактозу, и вроде бы как дела стали лучше, но пока что непонятно, от этого у меня или нет. И заодно хочу порекомендовать вам 2 аптечных средства, которые я недавно нашла. Они стоят до 100 рублей, я подпишу их на экране, и в целом помогают как-то прыщику быстрее проходить, но, конечно же, все индивидуально. Интересно узнать, какие моральные принципы и жизненная философия в целом помогают тебе излучать эту любовь к миру и позитив. Если говорить, что первое приходит на ум, то, наверное, не стоит ждать, что вам кто-то что-то должен, то есть не нужно превышать ожидания, надеяться на что-то, и со спокойной душой относиться к тому, что вот действительно вам никто ничего не должен. Во-вторых, мир прекрасен, стоит только приглядеться и замечать это. И в-третьих, если ты не можешь изменить ситуацию, то измени отношение к ней. Возможно, эта фраза уже мелькала в моих видео, потому что она одна из моих самых любимых, потому что действительно иногда мы попадаем в такие ситуации, которые уже не изменить, уже произошла какая-то неприятность, произошло что-то, что вы где-то вроде бы неправильно поступили, и вы начинаете накручивать в себе голове, накручивать, прокручивать, но самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации, это изменить свое отношение. Это позволяет как-то, знаете, так переключиться на позитив и больше вот его сохранять в своей жизни. У нас тут ходит работник, подсаживает то ли цветочки, то ли чего. Был ли у вас негативный опыт работы? Я сейчас подумала, и знаете, не то чтобы он негативный, он скорее забавный. Я, значит, работала в Икеа. Точнее говоря, от Икеа раздавала листовки около Икеа. И когда я туда устраивалась, мне сказали, что вот, Ксения, когда вы будете ездить на автобусе, сохраняйте билетики, мы потом вам за каждую поездку вернем все деньги. Мега, по крайней мере, в нашем городе находится немножечко в области, то есть оттуда достаточно далеко ехать. Поэтому я прилежно собирала вот эти билетики, знаете, каждый билетик, у меня был такой кошелечек дома. И когда я пришла получать зарплату, приношу эти билетики, а мне сказали: нет, мы вам ничего не дадим. Но я была тогда молодая, мне кажется, ну, знаете, лет 16 или, в общем, со скольки лет можно работать. Ну, я такая погрустила и ушла. Не знаю, эти билетики, возможно, у меня до сих пор где-то хранятся у родителей. Вот такая вот неприятная, дефис, забавная ситуация. Но опять-таки в этой ситуации нельзя никого винить, потому что я не подписывала никакой договор, ничего. То есть, возможно, мне это пообещал тот человек, который не знал, что на самом деле деньги не возвращают. То есть причины могут быть разные, и иногда легче просто принять ситуацию. Поедете ли в загородный
загородный дом летом, поедете куда-то отдыхать. Как раз таки сейчас мы находимся в загородном домике на отдыхе, я отсюда записываю влог, и в целом влог о своем лете, о каких-то хобби, занятиях, о своих буднях. Я думаю, что оно выйдет уже через неделю. А по поводу отдыхать, вот у нас нет пока что никаких билетов, путевок, но в целом, конечно, бы хотелось, потому что лето — это прекрасное время для отдыха. Ой, кстати, перепутала. Мы собираемся в одно место, это, конечно же, Горьковское море, в лагерь Чкаловец, где мы познакомились. Очень надеюсь, что у нас получится поехать хотя бы на пару дней, потому что там сразу же такая ностальгия, такое спокойствие. Ксюша, как вы похудели? Вы как-то рассказывали, что был лишний, на ваш взгляд, вес. Да, такое было. Я весила примерно на 8 или даже 10 килограмм больше, чем сейчас. Не скажу, что я себе как-то не нравилась, но я себя чувствовала некомфортно, потому что вот сейчас примерный вес того, когда мне комфортно. Просто хорошо себя чувствую, мне там классно и одежду подбирать, и просто, вот не знаю, мой вес идеальный. А поправилась я, вы знаете, по очень забавной причине. Я тогда как раз-таки влюбилась в Лёшу, мы только начинали встречаться, и он постоянно меня куда-то водил. И зачастую это были места не самые роскошные, потому что мы были студенты, это мог быть и Макдональдс, и шаурма, и, в общем, знаете, он меня всем прям откармливал, проявлял любовь. Ну, собственно, от Лёшиной любви я и потолстела. Худела я очень просто, это просто дисциплина. Я ходила в спортзал где-то 3 раза в неделю, 1 час я была на дорожке, то есть то бегала, то шла пешком, но вот у меня была цель именно час быть на этой беговой дорожке. Не до изнурения, то есть пить водичку, но все-таки вот это вот кардио-тренировка должна была быть. Также был просто спорт, не очень большое количество для того, чтобы мышцы поддерживать, и когда ты худеешь, кожа не обвисала. Также я очень много ходила пешком, то есть выходила примерно на 2-3 остановки раньше, чем мой дом, шла пешком, то есть постоянно пыталась двигаться. В университете, например, подняться на 5-й этаж пешком, а не на лифте. Ну и плюс питание. Я себя ограничивала в сладостях, то есть у меня был дефицит калорий, но при этом не такая строгая диета, то есть я себя не изнуряла, ничего, я могла была есть практически все, в плане полезного и такого нормального, да, там и овощи, и какой-нибудь там рис, вот так постепенно я пришла к своему весу. И сейчас я просто стараюсь его поддерживать, опять-таки, физическими нагрузками, хоть они и небольшие, может быть, даже 15 минут в день, также стараюсь ходить достаточное количество, много не наедаюсь, но в то же время ем все, что мне хочется. Итак, вопрос максимально летний. Ксюша, по поводу дезодорантов и антиперспирантов. Хотелось бы узнать ваши рекомендации и фавориты. Я помню, что когда училась в университете, где-то 1-2 курс, я постоянно, после того, как принимала душ, чаще всего по утрам, сразу же на кожу наносила дезодорант. И однажды, как раз-таки, когда мы были в лагере, мне подружка сказала: Ксюш, а почему ты сразу используешь дезодорант? Просто, например, я привыкла, помылась и на чистую кожу ничего не наносить. Тем более, что вначале, соответственно, нет ни запаха пота, свеженькая и чистенькая. И поэтому к чему я это? Сейчас я практически не использую дезодорант и наношу только, например, перед занятием спортом или куда-то на выход. Знаете, так на самом деле даже не каждый день. И из любимчиков это у меня такой вот сухой дезодорант Dove, который не оставляет следы, который без запаха. В общем, максимально такой нейтральный, и он наносится на кожу примерно как крем. Как ты воспринимаешь трудности и принимаешь ли все близко к сердцу? Ой, на самом деле я вот недавно особенно начала понимать, что я очень восприимчивый человек. Я все близко принимаю к сердцу. И иногда мне казалось, опять-таки, что это не очень хорошо, что вот я как-то могу и попереживать, иногда даже переживать не о своих проблемах, а увидеть чьи-то проблемы. Вот даже простой пример, я не знаю, в фильме или какого-то котенка мне станет жалко или еще кого-то. И я поняла, что просто я вот такой человек, восприимчивый ко всему окружающему, эмоциональный, и в этом есть и моя слабость, и есть и моя сила. По поводу трудностей, да, я вроде бы как-то переживаю, но я поняла, что в трудных ситуациях у меня есть вот эта вот жилка рациональности, и я начинаю решать проблему. То есть, да, я немножечко такая поплачу, но практически сразу я начинаю переключаться, потому что в определенном возрасте я поняла, что проблему нужно решать, и проблема — это нормально, это просто опыт, и именно ко всем трудностям, проблемам нужно относиться как к опыту и решать их, потому что жизнь — это не светлая полоса, а черно-белая. Как вы с Лешей отмечаете дни рождения? Для своего дня рождения я уже придумала такую традицию — это идти в какое-то новое место, может быть, ехать в путешествие в новый город. В прошлом году мы ездили в Сочи, в этом году в Южную Корею. И я понимаю, что для меня вот это самое ценное — увидеть что-то новое, получить какие-то новые эмоции, познакомиться с новой культурой или с новым городом. И именно поэтому я себе это и дарю на день рождения. Лешин день рождения
рождения всегда проходит по-разному, он более общительный человек, он, знаете, душа компании, хотя на моих видео это не очень заметно, но, знаете, просто вот это так на видео, потому что это мой канал, и я больше как бы снимаю себя, а он чаще всего попадает, где он молчит. Но если говорить про реальную жизнь, да, когда мы с друзьями, то он прям, ну вот, любит и пошутить, и поболтать, и прям с любым человеком может найти общий язык. Поэтому он чаще всего празднует день рождения либо с друзьями, мы как-то ездили в загородный дом к нашему другу. В этом году, честно говоря, мы придумали все в последний момент, и мы пошли просто в аквапарк. Очень классно повеселились, сходили на массаж, в общем, не знаю, просто, знаете, провели такой классный спа-веселый день для себя. Чем-то занималась в школе, дополнительные кружки, студии. Хотя школа у меня была давно, но я не просто так выбрала этот вопрос, потому что отчасти я жалею о том, что я мало куда ходила. Я практически никуда не ходила. Но это скорее стечение обстоятельств, потому что когда я была маленькая, у меня уже не было бабушек, дедушек, мама с папой постоянно работали, и, соответственно, ну вот водить меня было некому. Я не ходила в детстве в кружки, но считаю, что это классно для ребенка, развиваться в разных областях и уже с детства, знаете, пробовать что-то такое вот интересное, новое, опять-таки находить знакомства. И это, наверное, помогает раскрыть творческое начало в маленьком человеке и также обрести вот эту вот способность общаться, находить общий язык. Потому что в детстве это все гораздо легче, и как раз-таки Лёша в школе ходил в очень много секций. Они там и корабли строили, ну, такие вот модели, и на волейбол он ходил, и еще куда-то, в общем, кучу кружков. Наверное, поэтому он такой общительный. Пожалуй, вопрос грустный, но бывают ли моменты, когда кажется, что жизнь идет как-то не так, будто бы идет ко дну? Вопрос отчасти грустный, но на самом деле у меня так бывало. И по поводу этой темы я хочу сказать, что зачастую у нас бывают такие мысли, когда у нас, например, на работе вроде бы все плохо, вроде бы, вы знаете, было хорошо, а сейчас стало хуже, и мы думаем, может быть, мы работаем не там, а может быть, нам вот не нравится этим заниматься, может быть, нас не устраивает зарплата, или кажется, что все будет плохо. Либо это может быть в личной жизни, либо еще в какой-то отдельной сфере. И я поняла, что очень часто мы все вот это приобщаем полностью к нашей жизни. Но самое главное — это научиться отделять себя от этого. То есть вы — это не полностью ваша работа, вы — это не полностью ваши отношения. То есть вот эта вот проблема в какой-то области — это не полностью ваша жизнь, и не нужно на этом зацикливаться. Ваша жизнь гораздо полнее. Ваша жизнь — это общение с родителями, это вкусный завтрак, это занятие йогой, это прогулка около дома, я не знаю, это какие-то игры с друзьями. Ваша жизнь, она многогранна. И, возможно, иногда стоит сместить фокус на какие-то положительные моменты и понять, что да, пусть у меня на работе все плохо. Возможно, мне так только кажется. Но вот это плохо — это не полностью я. Это лишь часть моей красочной жизни. А краски бывают разные. Они бывают как приятные, классные, так и не самые приятные, но все-таки они есть. И когда у меня пришло вот такое осознание, что вот это вот плохое, ну, допустим, в работе, это не полностью я, это не полностью моя жизнь, мне стало жить гораздо спокойнее. Я поняла, что ага, ну вот есть эта проблема, но она не полностью моя жизнь, и я буду ее просто решать. Что-нибудь придумаю. Лёшина любимая фраза. Как вы выбирали себе партнера? Очень интересно взять какие-то заметки. Я не выбирала партнера. Мне кажется, на самом деле это просто была судьба, потому что мы встретились, и я влюбилась. Ну, точнее говоря, мы влюбились, у нас все взаимно, все одновременно. Вот просто судьба, я не знаю, как это по-другому назвать, но в то же время я реалист, поэтому если мы когда-то с ним расстанемся, то знайте, что сейчас я максимально счастлива, и в целом мы счастливы, расставаться не собираемся, но я реалист, и всякое может быть. Но отходя от темы, я считаю, что вот действительно партнера не выбирают. Это настолько классно просто найти своего человека, который вот просто пришел в твою жизнь и подарил столько эмоций, столько доброты, столько поддержки, заботы, подарил тебе классный и огромный жизненный опыт и счастье. Я немного сменила локацию, решила, пока у нас есть возможность, полюбоваться закатом, разговаривая с вами. Следующий вопрос. Порекомендуешь ли ты Нижний Новгород для переезда? Я обожаю этот город, но сразу хочу сказать, что я здесь родилась. Поэтому в некоторой степени он для меня родной, душевный. Это то место, где у меня было очень много событий, я его знаю, знаете, как свои 5 пальцев, ну, практически. Этот город 100% мне нравится больше, чем Москва, но здесь меньше возможностей, чем Москва. Ну,
Вот возьму такую аналогию, такое сравнение. Также, например, я знаю, что в Санкт-Петербурге мне не нравится погода, в Нижнем она лучше. Но в то же время на юге России еще больше солнца, там есть море, и вроде бы этим лучше он, чем Нижний Новгород. И последние годы наш город очень развивается, здесь многое изменилось, улучшились парки, набережные, у нас много вкусных заведений. Но я не могу сказать, что я советую сюда переехать, потому что, чтобы переехать, нужно 100% пожить в этом городе хотя бы месяц. У каждого из нас собственные ценности, собственный взгляд на жизнь, и для кого-то вот что-то важно одно, для другого это совершенно не важно. Допустим, инфраструктура. Кому-то важно удобство доехать, а у кого-то есть машина, и это совершенно не важно. Поэтому да, наш город особенно красив летом, поэтому если вы планируете его посетить, то очень советую летом. У нас прекрасные закаты, если честно, красивее, чем когда мы были на Мальдивах. Какой ваш распорядок дня летом? Конечно, дни бывают разные, но вот если взять какой-нибудь такой самый приятный денек, один из регулярных, которые я стараюсь повторять. С утра я встаю, Лёша еще спит, я начинаю свое утро вот так в тишине, делаю легкую разминку и иду бегать. После этого я могу зайти в магазин, купить, например, ягоды, потому что сейчас сезон, воду, кашу, например. Далее я иду домой и как раз-таки варю кашу. Я снова ее полюбила, практически каждый день мы с Лёшей едим кашу, то с какими-то ягодами, например, клубникой из деревни, с манго. Мне очень понравилось, я варила как-то кашу на фундучном молоке и добавила манго. Вот прямо супер сочетание. Далее мы с Лешей вместе завтракаем, и уже начинаются какие-то дела. Это может быть работа, либо если это выходной день, я могу, например, пойти с подругой встречаться, либо я снимаю видео. Также летом обязательно я стараюсь в дневное время делать перерыв от каких-то даже домашних дел, может быть, если я убираюсь весь день, но я иду и гуляю. Чаще всего мы с Лешей можем прогуляться за кофеечком. У меня летом прямо пониженное давление, поэтому кофе пью практически каждый день. Ранее мы специально не покупали домой кофемашину, чтобы не пить его слишком часто, но, знаете, похоже, время пришло. Но меня напрягает то, что, знаете, как будто зубы темнеют. Вот не знаю, заметно или нет, но как будто они желтеют от кофе. Ну и ближе к вечеру совершенно по-разному может идти день. Я очень люблю, например, ближе к закату, когда еще достаточно светло, но уже не жарко, и такое мягкое солнце, которое не ослепляет глаза, выйти, например, с книжкой почитать на улице. Еще мы с Лешей любим куда-то ехать, смотреть закат, например, поесть лапшу из совка с видом на город. Совок — это название кафе в Нижнем. Либо еще куда-то. В общем, мой залог хорошего дня летом — это почаще выходить на улицу, будь то выйти на пробежку, выйти за кофе или почитать книгу. В общем, чаще и чаще выходить на улицу. Как отбеливаете белые вещи? Порошок Босс. Рекомендация от моей мамы. Какой совет вы могли бы дать людям, которые еще не нашли свой путь? Я бы сказала так, что нет определенного пути, нет пути, который вам нужно найти. Вы уже на этом пути, и, возможно, этот путь начинается в одной точке, но именно эта точка приведет вас дальше уже в другое место. И вот так постепенно, извилистыми тропками, но вы все равно идете по этому своему пути. Не нужно думать, что он в какой-то момент должен прийти. Не нужно думать, что вот, а я устроюсь на ту работу и все, мой жизненный путь будет вот такой-то. Нет, на самом деле он не будет. Вот ваш жизненный путь — это ваша личная, уникальная история. Самое главное — быть хорошим, добросовестным, честным человеком, хорошо относиться к жизни, любить то, что у вас уже есть, ценить, стремиться к большему, но при этом на пути к каким-то своим целям не идти по головам. Возможно, немного отошла от темы, но я хочу просто донести ту такую простую истину, что путь он уже есть, и что одновременно стоит ему довериться, плыть по этому пути, верить в лучшее и просто знаете, что все будет хорошо. Знать, что вы справитесь, всегда вставать, продолжать, не опускать руки. Конечно, давать себе иногда слабинку, погрустить немножечко, знаете, такой поплакать, но потом встать и сказать: все будет хорошо. Я сейчас найду новый выход, новое решение, и мой путь продолжить вести меня туда, куда должен. Любите ли смотреть турецкие сериалы? Не смотрела ни одного. Какие планы на этот месяц? Побольше активничать, побольше задействовать вот это лето, насладиться им. Мы с подругой планируем пойти кататься на сапах. Перед этим у нас еще и будет йога на улице. В общем, знаете, исполнить какие-то свои мечты. И для того, чтобы это сделать, надо выделить какой-нибудь один вечерок, выписать все свои идеи и начинать их реализовывать. И начать с самого простого, то, что можно вот прямо сегодня взять и реализовать. Встретиться там, я не знаю, с подругой или
или посмотреть на закат, сыграть в бадминтон. Все сезоны хороши, но летом проще всего, конечно, это сделать. И, пожалуй, закончу таким вопросом, как полюбить себя такой, какая ты есть. Ну, во-первых, вы — это самый дорогой человек, который у вас есть. Вы — это тот, кто с вами будет всю свою жизнь. Но, во-вторых, я придумала такое небольшое упражнение. Например, вам кажется, что вы как-то не очень хорошо выглядите или как-то неудачно выглядите на фотографии, но при этом все со стороны вам говорят: все хорошо, у тебя классная улыбка, там, чего ты переживаешь, все классно. Так вот, возьмите свои фотографии, например, 5-летней давности. Вы посмотрите и подумайте, какая хорошая юная девчонка. Но в то же время, если вспоминать, то и тогда 5 лет назад, 10 лет назад вы думали: ой, какой-то у меня тут не идеальный нос, какая-то я тут не идеальная, нехорошая. Но почему-то всегда спустя года вы смотрите на фотографии и думаете: какая ты классная. Так вот, поэтому уже сейчас нужно думать: какая вы классная. Просто любите себя, просто цените. Вы знаете, ни за что. На это не нужно причин. Передаю вам тоже частичку любви. Я вас крепко обнимаю и прощаюсь. До встречи в новом видео. Пока-пока. Ой, ножки стекли.